Он мог слышать, как его родственники ропщут о том, кто теперь я собирался позаботиться о таком сироте, как он. Махиру чувствовал, что после пережитого горя его поглотит одиночество. Но потом неожиданно его дядя вызвался взять его к себе. Он положил руку на голову мальчика и сказал ему, что поскольку они семья, ему просто необходимо взять его к себе. Махиру сейчас учится в старшей школе, и его жизненная философия – делать логичные и простые вещи. Как и его дядя, он не ждет, пока кто-то придет и что-то сделает, а берет инициативу в свои руки и делает это сам. Однажды он находит на улице раненую кошку, приносит ее домой, ухаживает за ней, чтобы она выздоровела, и решает усыновить ее. Он называет сонного черного кота Кира, не подозревая, что в этом есть что-то темное и зловещее. На следующий день по дороге домой его друзья рассказывают ему слухи о том, что возле железнодорожной станции активизировались вампиры и что 10 человек уже были высосаны досуха. Махира не верит этим слухам и возвращается домой, но к его полному шоку телевизор включен. Он пригласил нас зайти внутрь и увидел симпатичного парня Эма с серьезными темными кругами под глазами, который уютно устроился у него дома. Махира запаниковала и спросила его, кто он такой и как, черт возьми, он попал в его дом. Он набросился на незваного гостя с метлой, но мальчик Эма слишком быстро и легко увернулся от него. Однако, когда мой герой собирается напасть на него во второй раз, он по ошибке раздвигает шторы и впускает солнечный свет. Как только солнечный свет попадает на незваного гостя, он внезапно превращается в черного кота Кира. Махиру остается сбитым с толку таким неожиданным поворотом событий, и как только он задергивает шторы, кот снова становится человеком. Он спрашивает, кто он такой, черт возьми, и мальчик отвечает, что он просто добросердечный вампир, который живет в заперти. Махра впадает в панику, когда понимает, что его друзья были правы, и пытается выбросить вампира на солнце. Махира обвиняет его в нападении на людей возле станции, но ленивый Эма-вампир отвечает, что он даже не знает, о чем говорит. Махира все еще пытается осознать происходящее, когда вампир просит его не брать его имя, пока он в человеческом обличии. Махира спрашивает, что произойдет, если он назовет его Куро, и внезапно вокруг его запястья и шеи Куро появляются синие круги. На земле образуется еще один энергетический круг, и по мере того, как он рассеивается, круги сужаются, а затем исчезают. Куро подавлен и уже сыт этим по горло, но Махиру трясет его, чтобы объяснить, что только что произошло. Ленивый вампир говорит ему, что он принадлежит к особому типу вампиров, которые привязаны к своему хозяину. Они могут пить кровь только у своего хозяина, а приказы хозяина беспрекословны. Куро объясняет, что то, что только что произошло, было временным контрактом, и он будет расторгнут, если он не выпьет кровь Махиру в течение 24 часов. Это хорошая новость для Махиру, и он выгоняет Куро из дома, чтобы избежать каких-либо осложнений. Однако, когда он входит, энергетический канат тянет его обратно к Куро, который объясняет, что они не могут далеко отдаляться друг от друга из-за контракта. У Махиру нет другого выбора, кроме как принять его обратно, хотя ни один из них не доволен таким соглашением. Несколько мгновений спустя он решает встретиться со своими друзьями и берет Куро с собой, чтобы рассказать им, что кот, который с ним, вампир. Его друзья думают, что он слишком устал, и один из них дает ему номер телефона своего психиатра. Пока Махира размышляет, как убедить их, он замечает темную, угрожающую тень в зеркале, а затем внезапно перед его группой появляется уличный фокусник. Один из друзей Махиры игнорирует его и начинает уходить, но фокусник останавливает его, а затем внезапно кусает за плечо, позволяя крови пролиться повсюду. Все убегают со сцены, в то время как фокусник взбирается на высокий шест и показывает, что он вампир по имени Белкия. Он знает, что Махира подобрал черного кота-вампира и вызывает его на дуэль. Пока Белкия танцует вокруг, Куро внезапно атакует его неожиданным ударом ноги. Махира просит его объяснить, что происходит, но Куро говорит, что им нужно бежать, потому что он не хочет причинять неудобства, сражаясь с вампиром. Махира не рад это слышать, и он говорит Куро бежать одному, а сам бежит обратно, чтобы помочь своим друзьям. Белкия собирается снова напасть на них, когда Махира прыгает на него и изо всех сил хватает за голову. Белкия просто издевается над его попытками убежать, а затем нападает на него с мечом, но Куро оказывается в ловушке и спасает Махира, приняв атаку на себя. Он отбрасывает Махира и вампира в сторону и вынимает меч из своей груди. Он утверждает, что не пил крови уже 100 лет, так что он слишком слаб, чтобы победить Белкию прямо сейчас. Махира внезапно засовывает руку Куро в рот, приказывая ему выпить его кровь. Когда Куро слизывает кровь, капающую у него изо рта, временный контракт между ними становится постоянным. На шее Куро появляется ошейник, соединенный с цепью на запястье Махира. Эма-вампир получает огромный прирост силы и принимает Махира как своего нового хозяина. Он становится его слугой-вампиром, или, короче говоря, сервампом. Махиру приказывает ему победить злого вампира, и Куро подчиняется. Он создает порыв ветра, просто взмахнув когтями, и направляет его в сторону Белкии, прежде чем броситься на него и прикончить одним точным ударом. Затем Кира поднимает раненого Белкию и пытается выпить его кровь, когда Махира внезапно дергает его за цепь, говоря ему, что этого достаточно. Белкия проклинает их, а затем снова надевает шляпу, внезапно превращаясь в куклу. Махира берет его на руки и спрашивает Белкию, почему он пытался убить Куро. Он отвечает, что это был приказ его хозяина Цубаки, а Куро утверждает, что он даже не знает этого ублюдка. Белкия говорит ему, что никто не знает
знает Цубаки, и именно поэтому он хочет убить всех, кто его не знает. Внезапно цепь, соединяющая Махиру и Куро, исчезает, и они оба падают на землю от изнеможения. Когда Махиру открывает глаза, он снова оказывается в своей комнате, а Куро мирно спит на своей маленькой кроватке. Он сразу же бежит в школу, беспокоясь за своего раненого друга, но, к его удивлению, с ним все в полном порядке. Кроме того, он утверждает, что в полиции ему сказали, что он попал в автомобильную аварию, но он почти ничего не помнит. Ни пострадавший друг, ни свидетель не припоминают встречи с Махиру на рынке или с уличным фокусником-вампиром. Махиру кажется, что происходит что-то странное, и, вернувшись домой, он спрашивает Куро, есть ли у него какие-либо идеи о Белке или его мастере Цубаки. Внезапно на небе начинается дождь без каких-либо дождевых облаков, и Махиру оказывается в странном измерении. Внезапно туда приходит ненормальный мальчик, играющий роль Азена из Блич, и начинает смеяться над Махиру из ниоткуда. В следующий момент он запечатывает сумку Махиру, не сообщая ему об этом, и достает из нее Белкию. Белкия называет мальчика Цубаки, и Махиру впадает в панику, когда понимает, что столкнулся с опасным врагом. Цубаки немедленно подходит к нему, поднимает Куро и отбрасывает его в сторону, заставляя принять человеческий облик. Цубаки зовет своего старшего брата, и когда Махира спрашивает Куро, говорит ли он правду, Куро прямо говорит ему, что никогда раньше не видел этого сумасшедшего мальчика. Цубаки снова начинает смеяться, называя его жестоким за то, что он его не знает. Затем он рассказывает, что существует 7 изначальных вампиров, которые могут заключить контракт с людьми и стать слугами. Все они являются братьями и сестрами по 7 грехам, а Куро – слуга ленивца, который является старшим братом. Цубаки говорит, что есть еще один истинный вампир, и это он, слуга меланхолии, младший из 7 братьев и сестер, но его никто не принимает. Махиру с каждым мгновением все больше запутывается, но затем Цубаки превращается в черного лиса и запрыгивает ему на плечо, чтобы поиграть с ним. Куро. Махиру останавливает его, чтобы спросить, не он ли послал Белкию напасть на них вчера, и Цубаки подтверждает это, говоря, что ему нравится убивать людей и вампиров. Затем он внезапно пинает Куро, и красные цветочные жуки падают с его рукава, принимая форму меча. Он атакует Куро мечом, но тот блокирует удар своими темными когтями. Махира просит Куро выпить его крови, чтобы получить мгновенную энергию, но тот отказывается, даже когда Цубаки бросает его на землю и топчет ногами. Цубаки пинает его, прежде чем поднять Махиру и сказать ему, что он объявил войну всем вампирам, потому что это весело. Махиру понимает, что он психически болен и ему действительно нужен психиатр, потому что он не может понять ничего из того, что ему говорят. Он вспоминает момент из своего прошлого, когда он все еще переживал смерть своей матери, и хотя все были добры к нему, он не мог чувствовать себя спокойно. В тот раз его дядя сказал ему назвать свои чувства и противостоять им, потому что это был единственный способ разрешить ситуацию. Так вот, сейчас Махару говорит то же самое Цубаки. Он заявляет, что ты дашь ему кровь и имя, сделав его своим наблюдателем, а затем остановишь его от ведения войны против других вампиров. Цубаки смеется над ним и говорит, что он умрет раньше этого. Он замахивается мечом на Махиру, и Кура бросается спасать ему жизнь. Как раз перед тем, как Цубаки успевает ударить их, они исчезают, и он уходит своей дорогой, думая, что Махиру интересный мальчик. Тем временем Махиру узнает от Куро, что их только что спасло еще одно исследование. Внезапно туда приходит пара близнецов и заявляет, что их хозяин хочет видеть Махиру и его слугу. Курама не хочет идти, поэтому он превращается в кота, но затем туда прибывает богатый мальчик, сидящий на своем троне, и говорит Махиру, что у него нет выбора, кроме как следовать за ним. Итак, они садятся в его лимузин, и мальчик представляется как Мисона, хозяин сервампа вожделения. Вскоре они подъезжают к дому Мидзуна, и бабочка, сидящая у него на голове, оказывается слугой. Мисона бьет слугу по голове, прежде чем представить его как Сноу, а затем ведет своих гостей внутрь. Как только они попадают в закрытую комнату, они раскрывают свои истинные намерения. Сноу снова превращается в бабочку и высасывает кровь из Мизона, чтобы призвать его косу смерти и высвободить всю мощь. Отношение Мизона внезапно меняется, и он называет Махиру некомпетентным идиотом, который даже не знает, как правильно обращаться со своим слугой. Он предлагает ему стать его слугой, но когда Махиру отказывается, он посылает Сноу напасть на них. Они едва успевают увернуться от его первой атаки, и Махиру спрашивает Мизона, какого черта он это делает. Богатый мальчик отказывается что-либо объяснять такому простолюдину, как он, и это выводит Махиру из себя. Он берет Куро на руки и уходит через парадную дверь, сказав Сана, что не хочет разговаривать с такими титулованными богатыми придурками, как он. Однако, как только он выходит из здания, Махиру обнаруживает, что заблудился. Внезапно он замечает сотни детей, которые бросаются на него с жуткими лестницами из окон, а прямо за ним появляется Сноу и объясняет, что они его приспешники, которых он создал, чтобы выполнять его приказы. Сноу утверждает, что в его войне против вампиров Цубаки и его приспешники занимают первое место в списке слабых приспешников. Вскоре туда приходит Мисона, запыхавшийся только потому, что спустился по лестнице. Он утверждает, что не хочет использовать миньонов в качестве шахматных фигур, которыми он может пожертвовать, чтобы остаться в безопасности. И именно поэтому ему нужно больше силы, чтобы защитить их. Он говорит Махиру, что если у него нет решимости стать хозяином слуги, то вместо этого он должен стать его подчиненным. Махара наконец понимает свое положение
предложение и говорит Мизуна, что поможет ему защитить его детей и Сноу, но не как слуга, а как друг. Мизуна соглашается с этим, а затем спрашивает его, планирует ли он встретиться с Цубаки лицом к лицу. Он объясняет, что все мастера могут использовать нестандартное оружие, используя силу своего наблюдения, и решает научить Махиру владеть им. Вскоре после этого Махира возвращается домой со своей лучшей подругой Сакуей. Пока они идут домой, Махиру чувствует за спиной чье-то тревожное присутствие, но обернувшись, ничего не обнаруживает. Сакуя дразнит его, что это вампир, а затем спрашивает, не видел ли он чего-нибудь необычного в последнее время. Махиру не может рассказать ему о том, что Куро вампир, поэтому он просит его немедленно позвонить ему, если с ним случится что-то странное. Сакуя думает, что он странный, и убегает к себе домой. На следующий день Махиру посещает Мизуна, чтобы узнать, как он может раздобыть оружие, чтобы защитить своих друзей от любой угрозы. Куро говорит ему закрыть глаза, если ему нужно оружие, и когда Махира делает это, он оказывается в темном уголке сознания Куро. Он видит жуткого кота, который утверждает, что является частью Куро и отвечает за силу своего хозяина. Он подводит Махира к куче подарков и просит его тщательно выбрать один из них, так как позже он не сможет его вернуть или обменять. Мой герой выбирает самую простую подарочную коробку, которая соответствует его философии. Она превращается в волшебную метлу, и в следующее мгновение он снова оказывается в гостиной Мисона. Метла кружит вокруг Махиру, а затем превращается в татуировку на его запястье, и он задается вопросом, сможет ли он на самом деле сражаться с ней. Хинден пытается призвать свою метлу, чтобы помочь ему сражаться, но у него ничего не выходит. Сноу говорит ему представить свою цель, потому что так будет легче призвать метлу, и Махиру сразу же думает о своих друзьях. Он думает о них как о своей семье и говорит Мизуна, что когда-нибудь тоже познакомит их с ним. После этого проходит несколько дней, и Махира и его друзья беспокоятся о Сакуё, которая последние несколько дней не появлялась в школе. Махира решает навестить его после школы и купить для него несколько упакованных ланчей. Он рассказывает Кира о том, что они с Сакуей были лучшими друзьями с начальной школы, а потом внезапно его память начинает подводить. Он забывает адрес Сакуи и задается вопросом, бывал ли он когда-нибудь у него дома. Он быстро теряет все свои воспоминания о Сакуё, когда внезапно за его спиной появляется настоящее событие, которое его пугает. Пока Михира спрашивает его, какого черта он в последнее время прогуливает школу, Куро подозрительно смотрит на мальчика. Сакуя объясняет, что несколько дней назад на него напали неподалеку отсюда, и хотя он был спасен, с тех пор он боится выходить из дома. Внезапно вдалеке раздается крик героя, и Сакуя хватает Махира за руку, ведя его через несколько переулков на открытое пространство. Прежде чем Махиру успевает спросить его, что произошло, они с Куро внезапно оказываются связанными какими-то стальными нитями за мгновение до того, как два меча едва не задевают Куро. Белкия стоит на крыше здания, и он спрыгивает вниз прямо рядом с Сакуей. Затем Сакуя теряет рассудок и кричит на героя за то, что он пришел сюда, несмотря на предупреждение о том, что в этом районе есть вампиры. Только после этого Куро понимает, что Сакуя на самом деле является приспешником Цубаки. Сакуя говорит Махира, чтобы он подумал о своем прошлом и моментах, которые они провели вместе, чтобы он понял, что его нет ни в одном из его детских воспоминаний. Он достает ножи и просит Махиру выяснить, сколько из его воспоминаний о нем настоящие, а сколько поддельные. Сакуя нападает на Махиру, но Куро защищается, принимая урон на себя. Белки атакует по шее и пронзает Киру своими мечами. Махира не может поверить, что его лучший друг вампир, а Сакуя говорит, что хотел бы, чтобы он им не был. Сакуя говорит, что доверял ему, но потом он совершил ошибку, солгав ему, что Куро был обычным котом. Он почти готов расплакаться, когда говорит Махиру, что если бы он этого не сделал, они все еще были бы друзьями. Махиру хочет выбраться из этой передряги с помощью своего Сарвама, но Кира отказывается пить его кровь. Он говорит ему, что Сарвам питается решимостью своего хозяина, смешанной с кровью, но поскольку ему не хватает решимости, он не получит никакой силы, даже если выпьет его кровь прямо сейчас. Махиру чувствует себя беспомощным, потому что он не знает, что делать, но внезапно нити, связывающие его, обрываются, и появляются Мизуна и Сноу. Сноу нападает на Белкию, в то время как Мизуна решает сразиться с Сакуей, чтобы спасти Махиру, которая является его первым другом. Сакуя думает, что такой богатый и титулованный сопляк, как он, ничего не может сделать, и говорит Белкии напасть на него первым. Однако, как только Белкия оказывается на прямой линии между Мисоной и его вампиром, активируется его специальное оружие. Белкия полностью парализован, сидя на стуле для казни, а затем Сноу просто пронзает его насквозь, разрушая его разум. Мисона затем говорит Сакуё, что это позор, что им приходится драться, потому что Махиру хотел поскорее познакомить их. Отношение Сакуи внезапно меняется, и он начинает вести себя так, будто тоже хочет дружить с Махиру и Мизуна. Это заставляет Мизуна потерять бдительность и разорвать свою связь со Сноу. Как раз в этот момент Белкия, которые теперь управляют нити, нападает на Сноу и отрезает ему ногу. Тем временем Сакуя нападает на Мизуна со своими ножами, наносит ему серьезные повреждения. Затем он обнимает Махиру, говоря ему, что всегда хотел убить его и его друзей, даже когда они веселились, потому что именно таким он был создан. Он швыряет Махиру на землю и говорит, что сейчас убьет всех его друзей,
но внезапно за спиной Сакуи появляется призрак девушки и останавливает его. Она шепчет, не хочет ли он причинить боль другим, как ему причинили боль, и все его внимание внезапно отвлекается от Махиру. Киру Эл тоже уже поправилась, и он говорит Махиру, что они не могут сражаться в ее нынешнем состоянии, поэтому им нужно бежать. Однако Махиру отказывается это делать и делает шаг вперед, чтобы остановить Сакую. Он призывает свою метлу и бьет его со всей силы, нанося ему рану, которая не перестает кровоточить. Махиру внезапно чувствует, что больше не контролирует оружие, и тогда Сакуя просит его убить его. Уверенность Махиры пошатнулась, и его карие глаза превратились в облако изменчивой энергии. Он сходит с ума, не понимая, что он сейчас делает. Он чувствует, что его оружие заставляет его убить своего лучшего друга, и он знает, что если он это сделает, то перестанет быть человеком. Несмотря на это щемящее чувство, Махира не может контролировать себя. Он бросается на Сакую и снова бьет его. Он задается вопросом, не эту ли силу он хотел использовать, чтобы защитить своих друзей. Махиру продолжает бить Сакую своей метлой, а затем заставляет его врезаться в забор. Когда Сакуя смотрит на него с ухмылкой, он надеется, что это конец его печальной дуэльной жизни. С другой стороны, негативные эмоции Махиру, такие как вина и сожаление, проникают в сознание Куро. Поэтому он бросается на Махиру и кусает его за шею, чтобы высосать кровь. Цепь, соединяющая их, появляется снова, и внезапно Куро высвобождает свою скрытую способность. Тьма вырывается из его спины и принимает форму гигантского жуткого кота. Кота рвет черной как смоль жидкостью, которая покрывает все вокруг, и Махиру успевает только крикнуть, что происходит, прежде чем его захлестывает черная жидкость. Сакрия протягивает к нему руку и просит просто приказать своему слуге убить его, и все будет решено. Он говорит Махиру, что солгал ему раньше, потому что хотел умереть от его руки, но сейчас ситуация становится слишком сложной. Однако, прежде чем Махиру успевает принять решение, пуля пронзает сердце Куро, и его темные силы исчезают. Еще один сервамп и его хозяин отправились на поле боя. Хозяин приказывает своему серваму разобраться со всеми, а сам прыгает вниз, пинает Куро и стреляет в него, пока тот не превращается в кота. Сервамп с коричневым бумажным пакетом вместо головы бросается на Сакую и стреляет в него, но друг-кукольник Сакуи спасает его в последний момент. Она велит ему отступить, и он следует ее приказам. Махира спрашивает его, действительно ли он хотел убить его раньше, но Сакуя просто бросает в него свой браслет, а затем исчезает. Вскоре машина въезжает на территорию, и там появляются приспешники Сноу. Он говорит им, что Миса не получил серьезных травм, и немедленно отвозит его в больницу. Махиру чувствует себя виноватым за то, что позволил Мисона получить травму. Но затем к нему приходит мастер вампиров-ковбоев и говорит, что Миса должен взять на себя ответственность за то, что потерял бдительность в середине боя. Он представляется бродячим торговцем-антиквариатом в своей книге «Вампир как Джей Джей», слуга зависти. Махиру думает, что он чудак, который разговаривает с куклами и нарочно возится со своим слугой. Затем ковбой передает Кира Махиру, извиняясь за то, что так грубо обошелся с ним ранее. Он утверждает, что было бы лучше, если бы он расправился и с Сакуи тоже. Он говорит Махиру, что это было хорошо, что он рано осознал, что у него нет решимости, необходимой для того, чтобы убить кого-то. Он предлагает забрать Куро из его рук и вернуть его нормальному ученику, потому что путь мастера Сурвама не для такого человека, как он. Такой же слабый, как он. Он говорит Махира, чтобы тот связался с ним, если захочет разорвать контракт с Куро, а затем оставляет его в покое. На следующий день, когда Махиру отправляется за продуктами, он замечает Цубаки в ресторане и сразу же спешит занять место рядом с ним. Он спрашивает его, когда Сакуя стала его фавориткой, и Цубаки начинает рассказывать историю жизни Сакуи. Он родился у худших родителей, которых когда-либо видел мир. Они заставили его сестру совершить самоубийство из-за денег по страховке и заставили юную Сакую солгать полиции, что она выпала из окна, когда играла с ним. Иначе его постигла бы та же участь, что и ее. Это был первый раз, когда он солгал, а потом он продолжал это делать из-за своих родителей. 6 лет спустя родители выбросили его из окна точно так же, как и его сестру. Но пока он ждал смерти, Цубаки спас его. Он объясняет, что миньоны образуются, когда умирающий человек выпивает кровь слуги, а затем становится его слугой. Цубаки смеется над Махиру за то, что тот не знает даже этого, а затем уходит домой, напуская на себя ужасающую ауру и говоря, что сегодня он не в настроении для насилия. Махиру оцепенел от страха и даже не может попросить Цубаки вернуть ему Сакую. Он проклинает себя за то, что не смог понять, через что пришлось пройти его другу, потому что Сакуя всегда вел себя так, словно все было шуткой. На следующий день Махира спешит в школу, надеясь, что застанет Сакую в классе. Его там нет, и все странно реагируют, услышав его имя, потому что помнят его личность, но не лицо. Махари понимает, что Сакуя все еще хочет, чтобы его помнили друзья, но он не может осмелиться рассказать о своем существовании всем. В день культурного фестиваля Сакуя приходит в школу в маске,
хотя кажется, никто все равно не помнит его лица. Мимо него проходят его друзья, и он потрясен, увидев у них на спине объявление о том, что они его ждут. Пока Сакуя размышляет, что с этим делать, Куро летит ему прямо в лицо и сбивает с ног. Махиру сразу же бросается за ним, и Сакуя бежит на крышу, не в силах встретиться с ним лицом к лицу. Он говорит Махиру, чтобы тот уходил от него, потому что он пытался убить его и его друга. Он отвечает, что он лжец, потому что на самом деле пытался спасти его, и даже травмы Мисона не были серьезными. Они оба бегут на крышу, где Сакуя признается, что он стал его другом только в этом году, и все воспоминания о том, что они были друзьями детства, запечатлелись в его сознании. Махиру говорит ему, что это не имеет значения, потому что он действительно был его другом, но Сакуя прыгает с крыши, чтобы избежать встречи с ним. Махиру прыгает сразу за ним. Он хватает его за воротник, а затем вызывает свою летающую метлу как раз в тот момент, когда они вот-вот ударятся о землю. Он говорит Сакуя, что не имеет значения, что он вампир, потому что он все еще его друг. После этого он быстро теряет равновесие, и они оба врезаются в ближайший лес. Они смеются над странными способностями Махиру, которые он пока даже не может контролировать, но затем Сакуя начинает плакать, говоря, что хотел бы прожить эти счастливые моменты еще немного. Он говорит Махиру, что когда он был маленьким и винил себя в смерти своей сестры, Цубаки был тем, кто утешил его и сказал, что это не его вина. Он обещал, что придет за ним, когда все это закончится, и он сдержал свое обещание и пришел за ним, когда тот был на смертном одре. Сакуя говорит, что Цубаки был единственным, кто помог ему и не лгал ему, так что он сделает для него все, что угодно. Махара понимает, что влияние Цубаки на жизнь Сакуи было таким же, как влияние его дяди на его жизнь, и он немедленно говорит своему другу, что остановит Цубаки это буйное веселье. Сакуя благодарит его, но говорит, что этого достаточно. Он больше не может быть с ним и со всеми остальными, и как только он обменивается рукопожатием с Махиру, тот исчезает. Он убегает от Махиру так далеко, как только может, вспоминая, как он был первым человеком, протянувшим ему руку дружбы. Сакурия плачет благодаря Махиру за то, что он был его другом и позволил ему провести счастливый год в старшей школе. Тем временем Махиру расстроен собственной слабостью, он поворачивается к Куро, который прятался за деревом, и говорит ему, что хочет быть сильнее. Вскоре после этого Махира получает письмо, которое ему довольно трудно открыть, поэтому он передает его Куро. Куро, однако, решает уничтожить письмо, как только видит на нем печать. На следующий день он забирает Куро из своей школы и сразу же повышает его рейтинг популярности среди девочек. По дороге домой они натыкаются на ночной фестиваль и решают насладиться им. Когда Махиру и Куро сидят на мосту в ожидании начала фейерверка, к ним подходит мужчина с повязкой на глазу. Он протягивает Махиру чемодан и говорит ему сдать его в отдел находок, потому что он не знает, где он находится. Как только Махиру берет чемодан, мужчина подозрительно исчезает. Однако Махира ни в чем не сомневается и отправляется в отдел находок один. По дороге он натыкается на высокого блондина, который несет на плечах долбанный гроб. Блондин говорит Махира, что он расстался со своим напарником, поэтому он просит его следовать за ним в бюро находок. По дороге Махиру спрашивает его о гробе, и блондинка отвечает, что в нем спят вампиры. Махиру с трудом верит своим словам, но внезапно его внимание отвлекает мощный взрыв позади них. Люди кричат, что взорвался серебряный чемодан, и Махира вспоминает, как человек с повязкой на глазу сказал ему положить коробку на хранение до того, как взорвется фейерверк. На это осталось меньше минуты, и Махира задается вопросом, как ему поступить с чемоданом. Он сомневается, стоит ли ему звать Куро, чтобы он унес коробку подальше, потому что раскрывать перед сумасшедшим незнакомцем, что он мастер Сурвампа, может быть не лучшим решением. Однако он решает довериться блондинке и вызывает Куро к себе. Махару дает ему немного крови, а Куро поднимает его и подбрасывает высоко в воздух. Он подбрасывает коробку так высоко, как только может, и Махира впадает в панику, потому что она может взорваться не в небе, а после того, как упадет на землю. Он сам себя сглазил, потому что взрывоопасный чемодан действительно упал на землю, прежде чем взорваться, но потом светловолосый мальчик пришел ему на помощь. Он поймал чемодан в своем гробу и позволил ему взорваться внутри него. Махиру и Куро были ошеломлены и спросили блондина, кто он такой. Он ответил, что его зовут Тецу, у него волосы цвета горячих источников. Внезапно из гроба раздается дрожащий голос, спрашивающий Тецу, как он мог бросить бомбу внутрь гроба, когда он все еще был там. Когда обгоревшая летучая мышь вылетает наружу и падает на землю, Куро сразу узнает в нем Сервампа Прайда. Тецу дал ему имя Хью, и после небольшого количества крови Сервамп снова в полном порядке. Он не может прекратить свою старую болтовню и рассказывает о том, как он встретил Тецу в гостинице «Горячий источник» и как мир погрузился в хаос, пока Куро бродил в одиночестве. Хью говорит, что сегодняшний взрыв определенно был делом рук Цубаки и его приспешников. Он говорит Махиру, что они должны поддерживать связь и помогать друг другу в трудную минуту, но также предупреждает его, что Цубаки не единственная угроза для них прямо сейчас. Позже, когда Махиру
и Куро возвращаются домой, дверь внезапно открывается, и кто-то втаскивает Махира внутрь, оставляя Куро позади. Куро понимает, что за этим стоят какие-то неприятные люди, и они немедленно снова открывают дверь и направляют на него волшебный пистолет. В то время как другой парень в смирительной рубашке прыгает на него. На него сверху. Махира попадает в странное учреждение, где его встречает ученый по имени Суки. Он сообщает ему, что прямо сейчас они находятся в штаб-квартире Си-3, нейтральной стороны между людьми и вампирами. Он утверждает, что является союзником Махиру и говорит, что они привели его сюда только для того, чтобы мирно поговорить с ним. Суюки просит Махиру объединить с ними усилия, чтобы остановить Цубаки, который представлял угрозу как для людей, так и для вампиров. Пока Махиру думает, что это слишком неожиданно, Цуюки пытается убедить его, что они на одной стороне и преследуют одну цель, так что проблем быть не должно. Он утверждает, что Куро довольно хорошо знает тройку Си, и он может рассказать Махира все, что он хочет о них знать. Он утверждает, что они должны работать сообща, чтобы уничтожить всех приспешников Цубаки. Махра отвечает, что это нарушает условия сделки, потому что один из приспешников Цубаки его друг, и он обещал спасти его. Сукуки провел свое исследование и знает о Сакуё. Он говорит Махиру, что отношения с Цубаки – это серьезное дело, и его детские чувства не будут приниматься во внимание. Махиру отказывается работать с такими скучными взрослыми, как он, и Цуюки говорит, что уважает его решение. Однако, когда дело доходит до бизнеса, он становится настоящим змеем и рассказывает, что в этой комнате 52 двери, и только одна ведет к выходу. Он говорит Махира поторопиться и найти ее, иначе он никогда больше не увидит своего Сурвампа. Потому что прямо сейчас Куро имеет дело с самой талантливой командой охотников на вампиров ВС-3. Махиру бежит искать выход, но первая дверь, которую он открывает, возвращает его туда, откуда он начал. Сугуки говорит ему, что ему потребуется целый день, чтобы проверить все двери, и к тому времени охотники на вампиров уже отогнали бы Куро далеко от него. Он говорит, что если разведка и ее хозяин окажутся дальше определенного предела, то хозяин умрет. Таким образом, у Махиру есть только два варианта: либо быстро найти нужную дверь, либо работать с Си-3. Он отказывается работать с такими извращенцами и продолжает искать нужную дверь, но не может ее найти. Он понимает, что заглядывать во все двери не получится, поэтому если он призовет свою метлу и исполнит безумный брейк-данс, это вызовет торнадо, которое разрушит крышу здания и разрушит все остальные двери. Цуюки говорит Махиру, что он нашел правильный выход. Он все еще предупреждает его, чтобы он не доверял Кира, потому что в конце концов он кровожадный вампир. Махиру говорит, что он тоже видел хорошую сторону вампиров, и они его друзья. Суюки лишился дара речи от его подлых слов и отпустил Махиру без сопротивления. Примерно в это же время Куро подвергся нападению 3 человек, с которыми он встречался ранее. Он едва успевает увернуться от темных шипов, торчащих из земли, но затем парень в смирительной рубашке бросается на него. Куро уклоняется от нескольких его ударов, но затем получает удар в лицо и отбрасывается в сторону. Они загоняют его в угол и говорят, что если бы он пришел к ним, когда они отправляли письмо, все было бы не так сложно. Куро продолжает бежать, уворачиваясь от выстрелов, и добирается до берега реки. Человек в смирительной рубашке отвлекает его, говоря, что его хозяин находится под их контролем. И в тот момент, когда Куро теряет концентрацию, он внезапно оказывается заключенным в черную решетку. Как раз в тот момент, когда охотники заканчивают играть в Уолфи, на сцене появляется Махира, оседлавший свою метлу, и уносит его прочь. Несколько дней спустя Махира, Мисона и Тецу назначают встречу в гостинице «Горячий источник Тецу». Пока Кира и Сноу наслаждаются горячей ванной, Мисона приготовил для него шикарную кровать, а Тецу занят работой. Махра расстроена, потому что никто не воспринимает их стратегическую встречу всерьез. Позже они с Мизана встречаются у торгового автомата и подсчитывают, чего они не знают о сервампах в Цубаке. Махра думает, что хозяин сервампа зависти мог бы им что-то рассказать, потому что он казался достаточно осведомленным. Мизана отвергает его идею, утверждая, что им не следует доверять этому человеку и что они справятся сами. Позже прилетает Хью со свежей информацией об опасном человеке, бродящем по городу. Махиру и Куро отправляются на его поиски и узнают от приспешника Хью, что их цель – мужчина в черной одежде с парой крыльев за спиной. Они сразу же замечают его, и несмотря на предупреждение Куро о том, что этот человек кажется опасным, Махира решает преследовать его. Он замечает человека, несущего ежа в клетке, и активист Птга внутри Махира просыпается, и он решает спасти бедное животное. Он бежит за крылатым человеком, и как раз в тот момент, когда он заворачивает за угол, он видит человека, который ждет его. Он спрашивает его, ангел он или демон, и мой герой не понимает, что он имеет в виду. Затем этот человек использует свою силу и внезапно вызывает волшебное пианино. Он начинает играть мелодию, от которой тело Куро тяжелеет и опускается на колени. Мужчина заявляет, что он демон, и мгновенно бросается на него. Он пинком отправляет Куро в полет, а затем следует за ним и пинает его все выше и выше. Махиру призывает свою метлу и летит на крышу, где странный человек собирается растоптать Кира. Он прекращает атаку и позволяет Куро выпить его кровь, чтобы восстановить силы. Махира спрашивает мужчину, почему он причиняет боль своему партнеру, а затем просит его выпустить бедного ежика из клетки. Мужчина обязывает, и как только он открывает клетку, еж превращается в другого слугу, который представляется как Лоу, слуга жадности. Он гиперактивен и говорит, что человек с ним – его хозяин по имени Лихт,
который мнит себя ангелом. Лихта раздражает его постоянная болтовня, и он прогоняет его с глаз долой, утверждая, что ненавидит его, потому что он тоже демон. Лоу не может перестать заискивать перед своим ядовитым и жестоким хозяином, который продолжает его избивать. Махира раздражен их странным поведением, но он рад, что нашел еще одного союзника в борьбе против Цубаки. Закон говорит ему, что он ошибается, и что они союзники Наги. Более того, им даже не нужны союзники, потому что Куро, который является старшим из вампиров, может покончить со всем в одно мгновение, если решит. Он говорит, что не простил его за то, что он сделал, когда 7 вампиров собрались в последний раз. Кира и Лоу бросают друг на друга убийственные взгляды, и Махиру понимает, что между ними есть какая-то темная история. Он разнимает их, прежде чем представиться Лоу и попросить его помочь им. Лоу отказывается, внимательно смотрит на Махиру и замечает, что хозяин его старшего брата вполне обычный человек, прежде чем убежать. Махира возвращается к горячему источнику, и он потрясен, увидев по телевизору, как его облизывают как гениального пианиста из Европы. Он рассказывает всем, что он мастер сурвам по жадности, который уже платит мальчику гроши. Он рассказывает, что закон убивает своего хозяина, когда тот ему надоедает, и лучше с ним не связываться. Несмотря на его предупреждения, Махира отправляется на концерт Лихта. Он крадется к выходу, выискивая возможность проникнуть в зал, когда охрана отвлечется. Однако добросердечный любитель музыки замечает его и решает взять с собой в зал, чтобы показать еще одну программу в качестве угощения. По дороге Махир замечает человека с повязкой на глазу, который передал ему чемодан со взрывчаткой, и понимает, что Цубаки нацелился на Лика, поэтому он бежит в зал. Зал, где проходит программа Лика. В зале Лоу наслаждается музыкальным выступлением своего учителя, как вдруг вся аудитория набрасывается на него. Все они приспешники Цубаки, и Лоу предвидел это. Он сталкивается со всеми один на один, и к тому времени, когда герой входит в зал, там не остается ничего, кроме мертвых тел. Он потрясен силой вампира и думает, что зашел слишком далеко. Лик внезапно прекращает свое выступление, потому что люди начинают говорить, и Лоу спрашивает его, почему он не благодарит его за то, что он расправился со всеми врагами. Лик просто пинает его, но Лоу появляется прямо за его спиной и пинает его в стену. Вахару беспокоится о нем, но Лоу уверяет его, что хозяева слуг жестче обычных людей. Затем он просит Махира прекратить попытки завербовать его и позволить Куро закончить все дела. Махиру утверждает, что Куро не может справиться с этим в одиночку, и Лоу раздражен этим. Он мягко толкает его и отправляет в другой конец зала, но Куро поступает как христианин, чтобы спасти своего учителя. Лоу просто смеется над ними, а затем решает рассказать Махиру предысторию 7 слуг. Давным-давно жили-были 7 братьев и сестер вампиров, которые жили в мире, пока однажды не получили письмо от организации под названием Си-3. В письме им предлагалось убить определенного человека, и 7 вампиров решили принять решение о своем ответе демократическим путем. Жадность, обжорство и гнев были против этого, в то время как гордость, зависть и похоть были за то, чтобы убить этого человека. Поскольку это была ничья, они обратились к своему старшему брату, слуге Лене. Как раз в тот момент, когда Лоу собирается объявить о своем решении, Куро переполняет ярость и жажда убийства. Он высвобождает свою силу, когда Лоу смеется над ним, спрашивая, как сильно он хочет скрыть свои ошибки от своего учителя. В ответ он достает свой меч, и 2 слуг начинают драться прямо на сцене. Махира решает разобраться с этим сам и призывает свою метлу. Он окликает Куро, и безумное выражение на его лице застает его врасплох. Внезапно Лейк оправляется от полученных травм и прекращает драку между Куро и Лоу, прежде чем прижать Лоу к земле. Он хватает метлу Махира, сгибает ее и пригвождает Куро к стене. Он заявляет, что все они слишком разрушительны, и единственное, что им сейчас следует сделать, это послушать его выступление. Лихт берет пианино и начинает играть грустную песню, которая вызывает у слушателя яркие воспоминания, заставляя его плакать. В то время как Махира вспоминает моменты, проведенные с матерью, и начинает плакать, Лоу рычит на полу, потому что видит кого-то, кого отчаянно пытается забыть. С другой стороны, Куро застыл, его зрачки расширились, когда к нему возвращается ужасное воспоминание, которое он пытался подавить. Лоу больше не может этого выносить, поэтому он решает напасть на Лика, который готов к контратаке. Как раз в этот момент открывается дверь и появляется человек, который привел Махира. Он посылает талисман кита, чтобы разрядить ситуацию, а киты нарушают закон и лижут головы, чтобы заставить их остановиться. Закон недоволен человеком и талисманом китом, который является его приспешником. Махиру спешит освободить Кира, но обнаруживает, что тот полностью потерял контроль над собой. Внезапно он слышит его голос и, обернувшись, видит одного из выживших приспешников Цубаки на открытом месте. Она извиняется и умоляет отпустить ее, но Лоу решает прикончить ее. Махиру держит его за руку, приказывая остановиться, потому что нет необходимости убивать того, у кого даже нет намерения драться. Лоу сдается, потому что он все равно не хочет возиться с безымянным мягким персонажем. Он уходит, и тогда Махира подходит к человеку, которого видел раньше, который представился как Крионс, менеджер Лейка. Они решают оставить миньон Цубаки в живых, и Махира решает на время забрать ее к своим друзьям. Куро следует за ним, все еще окутанный тьмой. С другой стороны, Лоу пытается успокоить свой гнев просмотром глупых видеороликов в TikTok, как вдруг прямо за его спиной появляется Цубаки. Он пугается, увидев его, и Цубаки одаривает его жуткой ухмылкой, когда достает свое оружие. Тем временем
Махара возвращается в гостиницу «Горячий источник», и Мисона злится на него за то, что он предпринял самостоятельные действия. Он говорит, что это может привести к опасным последствиям, но по крайней мере ему удалось захватить одного из приспешников Цубаки живым. Мисона хочет задержать приспешницу по имени Лилак, потому что он ей не доверяет. Когда Махира пытается возразить, он говорит ему, что девочка, возможно, притворяется слабой, хотя на самом деле она может быть сильной и опасной. Тецу и Хью решают допросить ее, чтобы узнать местоположение базы Цубаки, но Махиру останавливает их. Он верит, что если Цубаки узнает, что Лайлак здесь, он придет сюда, чтобы спасти ее. Мисуне трудно в это поверить, но Махиру думает, что в первый раз, когда вы встретились, Цубаки пришел, чтобы спасти Белкию от него. Кроме того, он помнит, как сильно Сакуя уважал Цубаки, поэтому у него есть предчувствие, что он придет. Махиру просит Куро сказать ему, что он думает по этому поводу, но Куро просто уходит из гостиницы. Махиру следует за ним и спрашивает, что с ним не так. Куро оборачивается, и его взгляда достаточно, чтобы Махиру понял, что он не в своем уме. Он понимает, что с тех пор, как Лоу упомянул историю их прошлого, ленивый вампир вышел из игры. Он хочет расспросить его подробнее об истории с Си-3 и о том, согласился ли он убить человека, которого они от него хотели. Как только он начинает задавать этот вопрос, он чувствует, как Куро тает и превращается во что-то прямо из ночных кошмаров. Махиру дрожит от страха, когда грозная фигура Куро пристально смотрит на него. Он собирает все свое мужество, чтобы попросить его вернуться с ним, и Куро подчиняется. Он превращается в кота и молча следует за Махиру до гостиницы. Позже Махиру садится поболтать с Лайлак, которая хочет знать, почему он так добр к нему, когда она враг. Махир отвечает, что он вообще не считает Цубаки своим врагом и считает, что он просто тот, кого ему нужно остановить. Лайлак думает, что Махиру довольно наивен и говорит ему, что хотя более слабые приспешники Цубаки не хотят сражаться. Он должен знать о Хагене, который является Цубаки его правая рука, а также самый сильный и опасный из них всех. На следующий день Махира проснулся рано и, оглядевшись, увидел Куро, спящего в темном углу. Внезапно ему позвонил менеджер Лика и спросил, не видел ли он где-нибудь Лоу. Он сообщил Махира, что Лоу не появлялся со вчерашнего вечера, и из-за этого Лихт с каждой минутой становился все слабее и измотаннее. Лихт тоже ищет Лоу, потому что только это может помочь ему восстановить силы, но тут прямо за его спиной появляется рыжеволосая женщина средних лет. Лик понимает, что он опасен, и убегает от него, но недостаточно быстро и получает травму головы. Рыжий – это Хаген, правая рука Цубаки, и он утверждает, что его босс недоволен тем, что Лоу сделал с его дорогими приспешниками прошлой ночью. Он заявляет, что для того, чтобы свести счеты, ему придется заставить Лика пройти через ад. Лик пытается сопротивляться, но получает серьезную травму от Хагена, который продолжает дурачиться во время боя и даже просит своего противника о поединке. Когда Лик пытается напасть на него, пока он отвлечен, он легко уворачивается от него, прежде чем нанести еще одну рану в руку. Хаген щелкает пальцами, и рана начинает гореть красным пламенем, которое он использует, чтобы поджечь свой дым. Затем он говорит Лику, что прямо сейчас его сервамп лежит под сандалиями Цубаки, полностью побежденный. Лик отвечает, что ему плевать на бога и ежа, но он не проиграет простому рыжему. Хаген отвечает, что это позор убивать такого талантливого пианиста, как он, и снова выпускает свое красное пламя, создавая огромный огненный торнадо. Оно достаточно большое, чтобы Махиру мог заметить его издалека, и он хочет немедленно пойти и посмотреть на бой. Он говорит Куро готовиться к бою, но просит его позвать других на подмогу. Махара говорит ему, что нет времени лениться, и несмотря на его колебания, у Куро нет другого выбора, кроме как следовать за своим учителем. Они прибывают вовремя, как раз когда Хаген собирается закончить фильм. Махиру говорит Рыжему, чтобы он убирался подальше от своего друга. Но как только он узнает, что Рыжий – это тот самый свирепый парень по имени Хаген, он решает встретиться с ним лицом к лицу. Он вызывает Куро на бой, но тут же Куро захлестывает тьма внутри него, и он теряет связь с Махиру. Он начинает превращаться в черную жидкость, и вскоре вся эта тьма конденсируется в черный хрустальный шар. Махиру не может понять, что происходит, и, взяв хрустальный шар дрожащими руками, он задается вопросом, не Куро ли это. Хюйгену это тоже интересно, и он подходит к Махиру, который решает призвать свою метлу, чтобы защитить себя. К его удивлению, Брюн тоже попадает в черный хрустальный шар, оставляя его беззащитным. Однако Лик встает между Хагеном и Махиру, говоря, что их битва еще не окончена. Он использует силу своих волшебных ботинок, чтобы создать круглое пианино вокруг Хагена, и встает на него, чтобы ошеломить его своей музыкой. Хаген впечатлен его способностями и тоже решает стать серьезным. Он атакует Лизуна красным пламенем, а тот в ответ посылает в него клавиши пианино. Пока они продолжают сражаться друг с другом среди музыки и пламени, Махиру может только ошеломленно наблюдать за ними. Он
Он чувствует себя бесполезным клоуном, который пришел помочь, но вместо этого стал обузой для лизания. Лизик продолжает разговаривать с ним в перерывах между боями и говорит Махиру, что он должен отбросить свои сомнения и делать то, что он хочет. Вскоре бой заканчивается, и Лизик проигрывает довольно сильно. Хаген поднимает его и решает доставить живым к Цубаки, но тут к нему подбегает Махиру и просит отпустить его друга. Хаген внезапно появляется прямо рядом с ним и делает ему щелчок пальцем, который оглушает его и удерживает на месте. Только после того, как Хиген уйдет, Масона и Тетсу прибудут на место происшествия. Они потрясены, узнав, что Куро превратился в черный шар, но их вампиры могут чувствовать его энергию изнутри шара. Махаран винит себя за то, что не послушался совета Куро и бросился в атаку, не дожидаясь подкрепления, но Мизана говорит ему, что у них все еще был шанс. Он нашел поблизости сотовый телефон, и судя по брелку, который выглядит как Белки, он определенно принадлежит кому-то со стороны Цубаки. Его догадка верна, и Цубаки немедленно звонит им, говоря, что этот телефон принадлежит Хагену, и он хотел бы его вернуть. Мизана отвечает, что он обменяет его на Лоу и Лихта, которых он похитил прямо сейчас. Цубаки удивлен его дерзостью и говорит, что он заплатит столько не за iPhone, но Мизана говорит ему, что у них в заложниках тоже один из его приспешников. Он просит Цубаки как можно скорее вернуть Сурвампа жадности и его хозяина без дальнейшего ущерба, и тогда он сможет забрать телефон и миньона обратно. Цубаки просто смеется над ним и говорит, что он не причинит вреда этим двум людям, но может разлучить их. На этом он обрывает разговор и думает, что сейчас ему нужно немного изменить свои планы. Махиру и его друзья немедленно назначают еще одну встречу, и они думают, что у них есть время до полуночи, чтобы найти Лика и объединить его с Лоу. Вдобавок ко всему, Мизана говорит Махира, что на этот раз он выходит из игры, потому что бесполезен без своего сервампа и оружия. Они выходят из комнаты, чтобы все спланировать, и Маху начинает возиться с черным шаром, гадая, что же случилось с Куро. Он понимает, что Куро все это время носил его на руках, и ему нужно стать сильнее, если он хочет кому-то помочь. Он начинает плакать, извиняясь перед Куро за то, что взвалил на него всю тяжесть и не смог помочь, когда ему стало тяжело. Куро внезапно откликается из хрустального шара, говоря моему герою, что с него хватит нытья и жалоб. Он появляется в виде миниатюрной версии внутри шара и заявляет, что не знает, что с ним происходит, но он не в состоянии выбраться из шара. Махира обещает вытащить его любой ценой, но Куро говорит ему, чтобы он не беспокоился об этом, потому что он наслаждается одиночеством, где ему больше не приходится иметь дело с надоедливыми людьми. Махира зовет Мизана и Тетсу, чтобы показать им, что Куро восстанавливается внутри шара, но они его совсем не видят и не слышат. Тетсу тут же приходит в голову идея, и он решает вскрыть шар, чтобы вытащить Куро оттуда. Махиру останавливает его, говоря, что это неправильно освобождать своего партнера таким образом. Он заявляет, что как хозяин Куро, он несет ответственность за его освобождение, поэтому он берет пилу в руку и пытается разрезать мяч. Естественно, грубая сила не сработает. Вскоре в гостиницу приезжает Август, и оказывается, что это менеджер Лика, Мелки и талисман Кита. Он впадает в депрессию, когда узнает, что и Лик, и Лоу были похищены Цубаки, и Махира извиняется, потому что он сделал только хуже, когда пришел на помощь. Милки решает присоединиться к плану спасения и говорит им, что талисман Кита довольно хорош в драке, в то время как у него также есть способ помочь им. Он достает водяной пистолет, а затем капает каплю воды на руку Хью, которая мгновенно оглушает его. Крен говорит, что пистолет наполнен святой водой и может сильно замедлить вампиров, и он часто использует его, чтобы успокоить Лоу, когда тот впадает в истерику. Махира спрашивает, откуда у него это, и он отвечает, что купил это у странного антиквара. Оказывается, это хозяин сервампа зависти, и Махира решает, что он может хотя бы попытаться попросить его о помощи. Мысли о торговце антиквариатом навевают на Мизана ужасные воспоминания о том, как его бросили. Он говорит Махира, что они не могут доверять этому человеку. Однако Сноу удается убедить его, что прямо сейчас у него нет другого выбора. Их пути расходятся, и Махиру садится на поезд, чтобы отправиться в магазин антиквара, как вдруг прямо рядом с ним появляется Цубаки в своем лисьем обличье. Махиру поражен, когда Цубаки выражает свое разочарование тем, что его миньон не с ним. Черный лис внезапно начинает выпускать облако черного дыма, и Махиру выпрыгивает из движущегося поезда как раз в тот момент, когда происходит взрыв. Однако все это было иллюзией, и Махиру осознает это только после того, как окажется лежащим на платформе. Он понимает, что Цубаки уже в пути, поэтому ему нужно поторопиться и добраться до антиквара. Вскоре Махро добирается до своего магазина, но как только он открывает дверь, его встречает сумасшедший ученый, который расплавил голову куклы Барби и сделал из нее сок. Махиру в шоке падает на землю, и когда безумный ученый замечает его, он спрашивает, кто он такой, черт возьми. Он оставляет Махиру внутри магазина, который заполнен странными товарами общего пользования, не имеющими торговой марки. Махиру спрашивает безумного ученого о торговце антиквариатом и узнает, что его сейчас нет в магазине. Затем Махиру представляется, но ученый неправильно произносит каждый слог его имени, несмотря на то, что помнит, что он является хозяином сервампа ленивца. Он заставляет Махиру сесть на стул, наливает ему стакан холодного чая,
а затем пишет свое имя у него на лбу, чтобы он мог больше он этого не забудет. Затем этот сумасшедший представился как Йохан, исследователь, специализирующийся на вампирах. Внезапно появился антиквар и ударил Йохана в живот за то, что тот расплавил голову его дорогой куклы. Затем он повернулся к Махиру и пригласил его в свой магазин. Он представился как Мику и поблагодарил его за хорошую заботу о его младшем брате Мисамина. Махару был шокирован, когда узнал, что Миса на самом деле брат Мику, но теперь он понимает его реакцию на него. Прежде чем он смог попросить Мику объяснить, что происходит, Джоэн схватил его и попросил познакомить с сервампом-ленивца. Махиру показывает, что Кира превратился в шар, и Йохан находит это невероятно захватывающим. Отведи Махиру к зеркалу, которое на самом деле является потайной дверью, которая ведет его в секретную лабораторию безумного ученого, где он стал новым объектом эксперимента. Он собирает данные о своем росте, весе и состоянии здоровья, но Махиру просит его исследовать Куро, а не его самого. Мику спрашивает его, что он планирует делать, когда Куро придет в норму. Он хочет знать, сможет ли Махиру на этот раз должным образом сломать Цубаки. Махиру спрашивает, почему для обозначения вампиров используется термин «сломать», а не «убить», и Мику объясняет, что вампиры бессмертны, поэтому их нельзя убить. Однако приспешников вампиров можно убить, если их сервамп выпьет их кровь. Что касается слуг, то они формируются, когда человек дает им имя и предмет. Махара вспоминает, что он подарил Кира колокольчик, когда впервые встретил его в образе кота. Создатель говорит, что этот предмет-то, что связывает сервампов с их хозяином, и как только они уничтожат его, сервампы будут считаться сломанными. Махира говорит, что он просто хочет знать, как вернуть Куро в нормальное состояние, но ни Майки, ни Йохан понятия об этом не имеют. Махиру спрашивает Йохана, почему он так увлечен исследованиями вампиров, и тот начинает свой длинный монолог о том, как война способствовала прогрессу в каждой эпохе. Он слышал истории о том, как Куро выигрывал каждую битву, в которой он участвовал, и он хочет, чтобы на этот раз он использовал всю свою силу, чтобы победить Цубаки. Махира говорит ему, что ему не нужна сила Куро, но он нужен ему как друг. Йохан говорит, что его не интересуют такие сентиментальные вещи, но есть одна вещь, которую Махиру может попытаться сделать, чтобы вернуть Куро к нормальной жизни. Он дает ему полный стакан чая, и как только Махира делает глоток, тот теряет сознание. Джон смеется, рассказывая, что в чае содержится лекарство, которое позволяет его хозяину напрямую проникать в сознание их сервампа. Он говорит Махира, чтобы тот уладил все с Куро и поделился с ним результатами этого эксперимента. Вскоре Махиру обнаруживает, что плывет в темноте, прежде чем увидит колокольчик Куро. С другой стороны, мисс Селена использовала свое бездонное богатство, чтобы нанять географа для изучения нескольких фотографий в телефоне Хагена. Геолог определил точное местоположение Цубаки и его команды, которые остановились в пятизвездочном отеле. Мисса считает, что расстояние между верхним этажом и подвалом отеля достаточно, чтобы держать Лизуна и Лос-Анджелес на небезопасном расстоянии друг от друга. Он также думает, что Цубаки и Хаген должно быть охраняют их там, и решает начать тотальную атаку вечером. Когда наступает вечер, Цубаки получает от них звонок и отправляется в то место, куда они его вызвали. Он получает информацию о передвижениях Цубаки в режиме реального времени от своих приспешников, в то время как Мизана и Тецу переодеты и готовы проникнуть в отель. Крэс ведет себя как богатый турист, поднимается к администратору и узнает, что Цубаки, скорее всего, находится на 41 этаже. Он дает Мизана ключ-карту, чтобы попасть в комнату на том же этаже. Мизана связывается с Тецу и просит его быть наготове, пока он заходит в лифт. Но тут неожиданно появляется Сакуя. Мисона нервничает из-за того, что его могут узнать, несмотря на его маскировку, и он прав. Сакуя опознал его, и он говорит Мизана, что нажал кнопку, чтобы подняться на 41 этаж, но указывает, что он находится в самом конце списка. Мизана впадает в панику, когда осознает правду, и тогда Сакуя нажимает на кнопку аварийной остановки, останавливая лифт. Лифт переходит в режим свободного падения, и Мизана сбрасывает свою маскировку, потому что понимает, что сейчас в этом нет смысла. Он задается вопросом, не перевезли ли Лихта и Лоу уже отсюда, но затем исключает этот вариант, потому что в этом случае Сакуи здесь не будет, чтобы остановить их. Мизана говорит Тецу подняться по лестнице и подняться наверх, а сам сталкивается с Сакуи здесь. Лифт опускается вниз, и Мизана обнаруживает, что он находится на цокольном этаже. Ему 5 лет. Он вспоминает совещание по стратегии, на котором они предположили, что Хаген должно быть защищает одного из заложников, в то время как другие приспешники Цубаки будут защищать другого. Мизана хочет победить их всех, даже несмотря на то, что Сноу не специализируется на боевых искусствах. Однако, когда дверь лифта открывается, он обнаруживает, что подвал совершенно пуст. Внезапно Сакуя вызывает волшебную бензопилу и медленно выталкивает Мисона и Сноу из лифта. Он говорит, что план Мисона и других был неправильным с самого начала, потому что они даже не понимали, как работает мозг Цубаки. Он рассказывает, что их с самого начала атаковали ракетами, и целью похищения Цубаки Уолла не было причинить ему вред. Вместо этого он использовал его в качестве приманки, чтобы заманить Хью, сервампа Прайда, чтобы они могли уничтожить его. Сакуя атакует Мазану своей шанксой, а тот может только уворачиваться. Он знает, что победить в честном бою сложно, поэтому он решает подразнить Сакую. Он говорит ему, что Махира по-прежнему считает таких отбросов, как он, своим другом, в то время как сам работает на такого
такого сумасшедшего, как собаки. Его насмешки срабатывают, и Сакуя кричит, что никто не понимает истинных мотивов собаки. Он утверждает, что Цубаки ищет ключ к чему-то, не зная, что это такое. Истинная цель остается загадкой даже для большинства его приспешников, и Мисана понимает, что Цубаки стремится не к простой войне между вампирами. Тем временем Хью и Тецу добрались до верхнего этажа, где Хаген и другие приспешники Цубаки собрались, чтобы сразиться с ними. Кун считает, что заложники уже позади, и несмотря на большее количество их противников, он уверен, что они с Тецу смогут победить. Тем временем Цубаки прибыл в лес по вызову, и ему не нравится, когда его встречают 5 парней в костюмах китов. Талисман синего кита проклинает Цубаки и требует, чтобы он вернул Лоу и подлизался к ним, иначе ему надерут задницу. Цубаки издевается над сварливым голосом, который не соответствует миловидности талисмана, и показывает ключи, ведущие в комнату их слуги и хозяина. Затем он спрашивает, где его фаворитка, и синий кит отвечает, что она находится внутри одного из этих талисманов. Он заставляет Цубаки украсть его ключи, но тот просто уворачивается от него, не нападая, и запрыгивает на дерево, потому что безрассудная атака может случайно ранить его фаворита. Внезапно другой талисман вырывает с корнем все дерево, на котором он стоит, и пытается ударить Цубаки, когда тот отпрыгивает в сторону. Другие талисманы китов тоже нападают на него, но Цубаки скользкий сукин сын и легко уклоняется от всех их атак. Он утверждает, что поскольку есть вероятность, что его приспешник находится здесь, он не может убежать из этого места. Он пытается наполнить синего кита, но костюм талисмана слишком толстый, чтобы можно было определить, находятся ли в нем 2 человека. Цубаки смеется, говоря, что забавно играть в прятки с китами в лесу, а затем использует свою силу, чтобы вызвать дождь из дерева. Снова чистое небо, когда он одаривает талисманов злобной ухмылкой. С другой стороны, Бахайра оказывается в сознании Куро, которое выглядит как десерт с красным песком. Он видит жуткого кота, который дал ему оружие, и спрашивает, где Куро. Жуткий кот говорит ему, что Куро не хочет его видеть, но Махаруп не верит его словам. Он сосредотачивается, слышит звук колокольчика и следует за ним, ходя кругами. Вскоре он падает лицом вниз и обнаруживает, что звук колокольчика на самом деле доносится из-под песка. Махра решает проявить творческий подход и прорезает песок, чтобы обнаружить подводную лестницу. Он ныряет в воду и выныривает с другой стороны. Он спускается по лестнице и вскоре оказывается в комнате. Как только дверь открывается, Махиру переносится в старое воспоминание, принадлежащее Куро. Это отрывок из собрания, на котором 7 сервампов собрались, чтобы обсудить, стоит ли им выполнять задание по убийству, данное им Си-3. Вампиры разделились на 2 фракции по поводу убийства человека, который на самом деле был гениальным создателем 7 сервампов. В то время как гордость, зависть и похоть считали, что он слишком силен и опасен, чтобы оставлять его в живых. Обжорство, гнев и жадность считали, что было глупо убивать его, когда он еще не сделал ничего плохого. Они обратились к Куро за решением, и он заявил, что лично убьет этого человека. Лоу сошел с ума от этого и схватил Куро за воротник, спрашивая, убьет ли он человека, который похож на их родителя. Куро сказал ему не использовать это слово в его присутствии, потому что он не гордится тем, как были созданы такие вампиры, как он. Махару потрясен, увидев это, и он следует за Куро, когда тот отправляется на охоту. Он следует за своими воспоминаниями, когда Куро заходит в традиционный японский дом и встречает своего создателя. Внезапно из земли вырастают черные колючие лианы и мешают Махира видеть или слышать что-либо еще. Он пытается освободиться от них, но когда Куро нападает на своего создателя, лианы плотно закрывают глаза Махира, так что у него начинает кровоточить. Куро говорит ему, что не хочет, чтобы он видел самый постыдный поступок в своей жизни, и сцена быстро меняется на последующую. Последствия покушения. В то время как зависть, похоть и гордость рады, что все закончилось, обжорство и гнев также верят, что нет лучшего способа, чтобы покончить со всем этим и принести мир во всем мире. Они клянутся, что не будут обвинять Куро в этом, но закон другой. Он клянется, что никогда не простит Куро, который просто уходит от него. Махиру видит все это и кричит Кира, чтобы тот остановился, потому что на этот раз он готов встретиться лицом к лицу с ним и его грехами. Внезапно все вокруг окутывает тьма, а когда она рассеивается, Махиру оказывается в странном месте, полном запечатанных блоков. Жуткий кот недоволен тем, что Махиру слишком глубоко проникает в сознание Куро, но он все равно просит его удовлетворить свое любопытство и раскрыть один из его секретов, содержащихся в нем, в этих кварталах. Он предлагает ему мощное оружие, чтобы пробиться сквозь них, но Махира говорит, что оно ему не нужно. Он знает, что Куро внутри, и ему просто нужно постучать, чтобы добраться до него. Он стучит в дверь, и Трура открывает ее перед ним. Махиру открывает дверь и заходит в темную, как смоль, комнату, где он слышит сожаление Куро о том, что он убил своего создателя. Вскоре он выходит на свет и находит Куро связанным, все еще сомневающимся, правильно ли он поступил. Он хочет, чтобы кто-нибудь сказал ему, что он не был неправ, и Махири кричит, что он действительно был неправ. Пространство вокруг них начинает раскалываться, когда он говорит Кира, что если у него все еще есть сомнения в том, что он поступил неправильно, значит, в конце концов, это было неправильно. Махира говорит, что требуется мужество, чтобы признать свои проступки и двигаться дальше, но им все равно приходится это делать. Он подталкивает Куро, говоря ему, что у него нет времени, чтобы тратить его впустую. Махару протягивает к нему руку, говоря,
говоря, что на этот раз он не одинок, и что теперь они вместе встретятся с его прошлым и будущим. Белое пространство вокруг них исчезает, уступая место зеленому лугу. Куро принимает слова Махиру и превращается в свою кошачью форму, чтобы снова оказаться на руках у своего хозяина. Тем временем на верхнем этаже отеля Лизун и Лоу приходят в себя. Они связаны из-за травмы, и оказывается, что они находятся в соседних номерах. Закон говорит Лику, что даже такой талантливый пианист, как он, умрет, так ничего и не добившись. Он отвечает, что ты не умрешь, и называет Лоу идиотом, у которого нет никаких мечтаний. Пока Лоу продолжает кричать на него, что в нем нет ничего особенного, стена внезапно проламывается, и сквозь нее проходит Лизун. Лоу замолкает, и Лизун спрашивает его, не потерял ли он способность спорить после встречи с ним лицом к лицу. Он говорит, что как ангел он обязан убить такого демона, как он сам. Он начинает высвобождать силу своих волшебных ботинок, а Лоу только смеется, говоря, что он такой же никчемный, как и любой другой человек. Он тоже освобождается от своих оков и призывает свой меч, чтобы убить Лихта и избавиться от его раздражающего отношения. Лихт также призывает свое волшебное пианино, и начинается драка, от которой сотрясается все здание. Лоу понимает, что Лихт должно быть сейчас в худшей форме, чем он сам, поэтому он решает покончить с ним побыстрее. Он бросается на него, но Лихт успешно отбивает его меч снова и снова, прежде чем ударить его по лицу. Но потом у него начинается кровотечение, и он немедленно отступает. Лоу думает, что сейчас он сдастся, но Лик этого не делает. Сэр Вамп впечатлен и решает сдаться. Он говорит, что они оба разные люди, но все равно остаются второстепенными персонажами в потоке этого мира. Лик не согласен с ним и говорит, что единственный второстепенный персонаж во всем этом мире – это Лоу, который слишком боится мечтать о чем-либо. Он насмехается над ним за то, что он является воплощением жадности, когда у него нет ничего, ради чего он мог бы приложить хоть какие-то усилия. Лик бросается к нему, но его слова приводят в действие Лоу, который высвобождает всю свою силу и окутывает его тьмой, говоря ему, что он ничего о нем не знает. Лейк внезапно видит воспоминания о Лоу из очень давних времен. Когда-то он был сурвамом уходящей принцессы по имени Офелия. Лоу действительно обожал ее, каждое мгновение, проведенное рядом с ней, было чистым блаженством. Однако однажды Офелия сказала ему, что решение о ее браке с вражеским принцем было принято, чтобы обеспечить мир между двумя королевствами. Лоу был в отчаянии и попросил ее сбежать с ним, чтобы получить желанную свободу. Офелия сказала ему, что больше, чем свобода или чего-либо еще, она хочет мира и процветания для своего королевства. Закон никак не отреагировал на это, и он наблюдал, как Офелия выходит замуж за принца. Мир, который принес этот брак, был недолгим, и вскоре началась война между двумя королевствами. Аристократы королевства Офелии по закону решили убить ее, думая, что она шпионка. Закон навредил всему этому, и он пошел предупредить Офелию об этом. Он сказал ей, что эта ночь ее последний шанс сбежать, но она отказалась это сделать. Она заявила, что теперь хочет мира для обоих королевств и готова заплатить за это любую цену. Лоу мог только плакать, когда сказал, что убьет каждого, кто захочет причинить ей вред, но Офелия запретила ему что-либо делать. На следующий день ее привели на общественную площадь для казни, и даже там она призвала людей из обеих стран почтить ее жертву и бороться ради вечного мира. Лоу могла только наблюдать, как лезвие палача опускается на нее. Он был совершенно опустошен. В течение многих столетий после этого он оставался в облике ежа и охранял статую Офелии, которую люди установили после того, как благодаря ее жертве был достигнут мир. Однажды ночью, когда он проливал слезы из-за Офелии, прайд сэра Вампы нанес ему визит по поводу собрания, созванного их старшим братом. Именно на этом собрании Куро решил убить их создателя. Лоу не был готов принять мир, который наступит после его убийства, потому что эмоциональный шок, который он получил от жертвоприношения Офелии, был еще свеж. Он был опустошен, когда Куро отказался услышать его мольбы и все равно убил их создателя. После этого он вернулся в королевство Офелии и обнаружил, что могущественная вражеская нация уничтожила оба королевства, которые она так отчаянно пыталась защитить. Ее обезглавленная статуя рассыпалась у него на глазах, и закон уже никогда не был прежним. Он убедил себя, что вся жизнь по своей сути бесполезна, и танцевал под дождем, держа в руках сломанную часть статуи Офелии, что положило начало его злодейской фазе. Фильм «Воспоминания» заканчивается, и Лихт не впечатлен тем, что его сэр Вамп хотел ему показать. Рядом с ним стоит Лоу, переодетый желтым оборотнем, и он хлопает в ладоши и плачет, когда видит фильм, снятый по его собственным воспоминаниям. Затем Лихт поднимается на сцену, чтобы подарить ему поистине незабываемое представление. Он раздвигает занавески, открывая пианино, и начинает играть на нем, а Лоу говорит, что ему это не нравится, потому что это грустная песня. Лик говорит ему, что грустна не песня, а он сам. Лоу проливает слезы в своей бесформенной форме, и он наконец понимает, что это сила воображения, и он интерпретирует вещи так, как он их себе представляет. Он наконец понимает, что не может избавиться от своего желания защищать Офелию до самого конца, и это заставляет его грустить и бояться. Лоу проклинает себя за то, что следовал приказам Офелии, и удивляется, почему он не смог придумать способ, при котором и он, и Офелия получили бы то, что хотели. Он наконец осознает, что у него все еще есть то, чего он хочет достичь любой ценой. Он хочет, чтобы Лик пережил это испытание, и он хочет встретиться с Куро лицом к лицу и
спросить его, почему он убил их создателя. Он вспоминает Офелию, затем протягивает к ней руку, разрушая мир грез и освобождая себя и Лихта, которые теперь стали одной командой. Они прорываются в свою комнату, но Хаген приходит туда, чтобы забрать их обратно. Лик говорит Лоу, чтобы тот убирался с его пути, потому что он хочет сам свести счеты с Рыжеволосым. Лоу говорит ему, что в том состоянии, в котором он сейчас находится, это невозможно. Они начинают дурачиться сами по себе, и у Хейвена в конце концов заканчивается терпение, поэтому он решает начать бороться сам и поджигает комнату. Лик нападает на Хагена, который легко уворачивается от его ударов. Лоу использует этот шанс, чтобы напасть на него сзади, но Хаген тоже уклоняется от его атаки и режет ему лицо, прежде чем поджечь его. После того, как они потушили огонь, Лизун и Лоу снова атакуют своего врага. Хаген решает покончить с человеком первым, но как раз в тот момент, когда он собирается напасть на Лихта, он использует свою особую силу и меняется местами с Лоу. Хаген удивлен, и, воспользовавшись этой ситуацией, Лик наносит ему сильный удар ногой, отчего тот врезается в стену. Это не причиняет большого вреда Рыжему, и он снова начинает драться. В то время как Лихт и Лоу используют свою стратегию, меняясь местами для защиты и нападения одновременно, Хаган решает пойти против них ва-банк. Он снимает перчатки и внезапно нападает на Лихта, царапая ему лицо. Они не загораются, поэтому Лихт немного удивлен, но затем Хаган слизывает кровь с его рук и говорит ему, что он тоже вампир. Внезапно огромный красный взрыв сотрясает здание, и Лайт и Лоу отбрасываются в другой конец комнаты. У Хагена началось обратное старение, и он готов победить своих врагов, используя всю свою мощь. С другой стороны, Сакуя оттягивает Мизана и Сноу на время. Он бросает взгляд на Мизана и едва не упускает его из виду, когда понимает, что часы, которые Сноу носит на шее, это подарок его хозяина. Чтобы уничтожить часы и сломить слугу, Сакуя кусает себя за палец и позволяет своей крови принять форму меча. Он атакует Сноу с помощью Эда, который блокирует его атаку своей косой. Однако Сакуя рассказывает, что прямо сейчас он использует меч Цубаки, который способен нейтрализовать силу сервампов. Он перерубает косу Сноу, а затем направляет меч на Мизана, но прежде чем он успевает причинить ему вред, выстрел отклоняет направление меча. Микки находится там, чтобы спасти своего брата, и говорит ему воспользоваться вторым лифтом и вернуться на поверхность, чтобы помочь своим друзьям. Мисс Ано проклинает его, но следует его совету, и Сноу тихо присоединяется к нему. На 41-м этаже Тецу сражается с приспешниками Цубаки, используя гроб как щит. Он активирует свою особую способность и вызывает орду летучих мышей, которых посылает в сторону миньонов. Он доволен своей работой, но парень с повязкой на глазу нападает на него из ниоткуда, отвлекая его и позволяя Белке заманить его в ловушку в своем таинственном кабинете. Белке смеется, когда он использует свою особую способность и заставляет Воз исчезнуть, оставляя после себя только его курительную трубку. Мизана как раз в этот момент прибывает на место происшествия и спрашивает Белкию, куда он отправил Хью. Увы, и говорит ему, чтобы он теперь беспокоился о себе. Затем Мизанова узнает, что Хаген поднялся наверх, чтобы сразиться с парой жадных. Он пытается разложить по полочкам все, что связано с этим инцидентом, но он понятия не имеет, каким образом он может изменить ситуацию. Белкия нападает на Тецу, который блокирует его атаку, используя трубу Q, но затем пользователь веревки связывает ему руку и ногу, чтобы поставить его на колени. Мисона сейчас расстроен еще больше, и он уже собирается отдать приказ об отступлении, как вдруг комнату накрывает тень. Все смотрят в окно и недоумевают, когда там появляется Махира верхом на гигантском черном льве. Он входит в комнату, и гигантский черный лев превращается в Куро, который на самом деле все это время скрывал свой настоящий облик, потому что был слишком ленив. Друзья Махира прячутся за его спиной и рассказывают ему о ситуации. Он говорит им, что им больше не о чем беспокоиться, и призывает свою метлу. Он использует свою силу, чтобы превратить метлу в копье, и бросается вперед. Пользователь веревки атакует его первой своими марионетками, но Махиру двигается быстрее, чем она успевает среагировать, и бьет ее сзади по голове, мгновенно вырубая. Балки и парень с повязкой на глазу проводят комбинированную атаку, а Куро в стороны, чтобы остановить их. Он призывает крылья, сделанные из черной энергии, и создает из них острые шипы. Махиру прыгает прямо за ним и бьет метлой по шипам, пронзая их врагов. В комнате над ними Хиген уже победил Лоу и лизнул, и он решает спуститься вниз, чтобы сразиться с Махира. Лоу все еще не верит, потому что он видел истинную форму Куро ранее и задается вопросом, помог ли ему Махира вернуть уверенность в себе. Он не хочет отставать, поэтому нападает на Хагена, который просто бьет его ногой в живот и топчет ногами. Он говорит Лоу, чтобы тот лизал ему ботинки, а потом, возможно, оставит Лика в живых. Лик немедленно приказывает Лоу не отступать и вместо этого велит Хагену лизать ему ботинки. Он тут же берет свои слова обратно, так как понимает, что это слишком грубо, но Хагена это забавляет. Он говорит о том, что ему надоело убивать бездумно. Но раз Цубаки этого хочет, он это сделает. Лик рисует у него в руке 3 соединенных прямоугольника и просит его
его перестать использовать других в качестве оправдания своих злодеяний. Он нажимает на прямоугольник, и внезапно Хаген чувствует, как все его тело вибрирует в такт ударом фортепиано. Он понимает, что Лик использовал его кровь, чтобы превратить свое тело в инструмент, и выпускает красное пламя, которое охватывает всю комнату. Лик быстро вызывает свое волшебное пианино и просит Лоу помочь ему. Сэр Вамп понимает, что должен сделать что-то грандиозное, чтобы соответствовать своему амбициозному и хладнокровному хозяину. Поэтому он накрывает пламя Хагена и вводит его в транс. Он мысленно вводит Хигена в театр или вызывает его на дуэль 1 на 1. Хаген бросается к нему и уклоняется от первой атаки его меча, но затем тот внезапно превращается в 1000 шипов, которые вонзаются в него повсюду. Закон напоминает ему, что в конце концов он еж, и когда Хиган падает на землю, они возвращаются в реальный мир. И Лоу и Лик падают на землю в полном изнеможении. Махиру и другие добираются до комнаты, чтобы спасти их, но Лик встает и уверенно говорит ему, что такого ангела, как он, не спасти. Сразу после этого он падает в обморок, и Махиру поддерживает его, когда он опускает его на землю. Он думает, что их группа преуспела в своей миссии по спасению Лихта и Лоу, как будто он пропал без вести. Затем Махира спрашивает, где Лайлак, и Тецу открывает гроб, чтобы показать, что она была спрятана внутри. И они обманом заставляют Цубаки думать, что она была среди китовых талисманов. Сказав это, Махиро просит Куро разобраться с его братом, а сам обращается к Лоу, чтобы поблагодарить его. Куро говорит, что Лоу был единственным, кто так и не простил его, и именно поэтому он смог смириться со своими сожалениями. Лоу чувствует смущение и облегчение, услышав это, и благодарит Махиро за то, что он сделал это возможным. Все начинают хорошо ладить, забывают свой пропуск, как вдруг Лайлак выхватывает именную бирку, которую Лик подарил Лоу. Она говорит Лоу, что он не заслуживает такого счастья, ведь он убил всех ее друзей, и она может отомстить за них, сломав его. Махиро помнит, что Мику говорила ему о том, что сэры-вампиры становятся сломленными, если уничтожить предмет, который дал им их хозяин. Он просит Лайлик не предпринимать никаких поспешных действий, но она говорит ему, что несмотря на его доброту, она все еще верна своим погибшим друзьям, и уничтожит ожерелье, чтобы отомстить за них. Внезапно за ее спиной появляется Цубаки. Он говорит, что рад видеть Лайлак в безопасности, и просит ее отдать ожерелье дам. Он очень удивлен, узнав, что Ло и его учитель победили Хагена, и даже Куро вернулся в свою первоначальную форму, но это именно то, чего он хотел. Цубаки подбрасывает Намдик в руке и подходит к окну. Лейк хочет сразиться с ним, но Лоу останавливает его, потому что он не смог победить Цубаки раньше, а сейчас они уже вышли за пределы своих возможностей. Он просит Куро победить его ради них, и тот соглашается. Тецу внезапно спрашивает его, что случилось с Хью, и Цубаки показывает ему таинственный шкаф, идентичный тому, который использовала Белкия, чтобы заставить его исчезнуть. Он рассказывает, что Белкия послал ему сигнал, и он прикончил его в лесу. Махирба спрашивает его, чего он хочет достичь, делая все это, и Цубаки отвечает, что он хочет произвести впечатление на своего учителя, наведя порядок. Он подходит к Махиру, и с его рукава падают красные цветы, прежде чем они приобретут форму руки. Цубаки говорит, что это единственный в мире способ убить серба. Он разбрасывает лепестки красного цветка и призывает свой меч, одновременно подбрасывая в воздух табличку с именем Лоу. Он рубит ее и Лоу одним движением, и в это время она взрывается, выпуская туман высокого давления. Цубаки призывает другой меч, но Куро выбивает его у него из рук и хватает сам. Они сталкиваются, и Цубаки просит Куро отойти в сторону и дать ему закончить с законом. Куро говорит, что наконец-то признает его вампиром и своим младшим братом, потому что никто, кроме их создателя, не мог породить такого монстра, как он. Цубаки говорит, что их создатель был также его учителем, которого Куро убил, и теперь он хочет отомстить ему. Он обезоруживает Куро и направляет на него свой меч, прося его рассказать, какими были последние слова его учителя, на что тот отвечает, что ничего не говорил. Собаки кричит на него, спрашивая, действительно ли его учитель ничего не сказал, или он ничего не слышал. Тем временем туман яростно кружится по комнате, и Лизун обнаруживает, что Ло превратился в ежа. Махара велит Масани и Тецу поспешить вниз, а сам идет вперед, чтобы присоединиться к битве вместе со своим слугой. Куро признает, что был неправ, убив своего создателя, но он не может остановиться сейчас и должен остановить безумие Цубаки. Он хватает свой меч и говорит ему, что они должны говорить словами, а не насилием. Однако меч режет ему руку, и Цубаки говорит ему, что его слова здесь не имеют никакого значения. Куро внезапно видит искаженные образы своего создателя и Цубаки, которые сливаются воедино и говорят ему стать таким же, как они. Затем Цубаки смеется, говоря, что уничтожит этот ущербный мир, и поглощает весь туман, выделяющийся из тела Лоу. Он использует силу, которую получил от тумана, и посылает дождь из красных магических лезвий по всему городу, смеясь как сумасшедший. Кира подходит к нему, полной решимости решить все разговором. Цубаки направляет на него свои мечи, но он отклоняет их и касается его плеча.
Цубаки наносит ему удар своими волшебными мечами, но Кира не отпускает его. Он хочет поговорить о неправильных поступках, которые он совершал, и о неправильных поступках, которые Цубаки делает сейчас. Цубаки озадачен его решимостью и спрашивает его, почему их создатель не сказал 7 братьям и сестрам о его существовании даже в последние минуты жизни. Он нападает на Куро и отрубает ему руку, и уже собирается закончить, когда появляется Махира и блокирует его меч. Цубаки выбрасывает одно из лезвий, пронзающее Куро, и оно рассекает лицо Махира. Куро приходит в ярость от этого, и когда Цубаки снова пытается напасть на своего хозяина, он превращается в гигантского черного льва, разрушая при этом здание. Цубаки продолжает атаковать Куро своими красными клинками, но тот просто отклоняет их. Затем Куро наступает на него, и когда Цубаки смеется, спрашивая его, убил ли он их создателя таким же образом, он начинает поддаваться своей ярости. Махиру говорит ему не убивать Цубаки любой ценой, и он видит шанс в этой ситуации. Он контролирует свой меч и направляет его в сторону Махиру. Но из ниоткуда перед ним появляется Сакуя и получает удар мечом, чтобы защитить своего друга. Он говорит Махиру, что не мог выбрать свой взгляд до конца, а Цубаки просто смеется над ним. На этот раз Кира хочет убить его наверняка, но Махиру снова останавливает его. Он встает между Куро и Цубаки, и внезапно тело Цубаки начинает резонировать с ним. В его сердце открывается брешь, и в ответ на это метла Махиры превращается в ключ. Он вонзает ключ в сердце Цубаки, потому что это самый простой и логичный поступок, и он открывает дверь к некоторым запретным воспоминаниям. Махиру запечатлел историю жизни Цубаки, начиная со смерти его родителей и заканчивая его перерождением в вампира, и его сомнения в том, что он будет принят своей семьей. Старшие братья и сестры. Он уважал и обожал своего создателя и был опустошен, когда Куро убил его. В тот день он потерял рассудок, спас всех, кого мог, от смерти и превратил их в своих приспешников. Махиру теперь понимает причину своих действий, но Цубаки замечает его в своих воспоминаниях и нападает на него. Именно тогда они всплывают из воспоминаний. Макуро не дает атаке Цубаки добраться до Махира. Махиру кормит Куро своей кровью, придавая ему силы, и они бросаются на Цубаки, отражая его красные клинки. А затем, вместо того, чтобы атаковать Цубаки, Махару просто обнимает его. Цубаки не может осознать этого и теряет желание сражаться, после чего его красные клинки исчезают. Несколько мгновений спустя Махиру присоединяется к своим друзьям в эвакуационном центре, в то время как Цубаки лечит раненую Сакую, используя свою силу на крыше соседнего здания. Он говорит Сакуё прислушаться к его последней просьбе, которая заключается в том, чтобы сказать всем миньонам забыть о нем и жить своей жизнью свободно. Он улыбается ему, говоря, что у него есть кое-какие личные дела, которыми нужно заняться. Вскоре после этого все возвращаются к своей обычной жизни. Тецу возобновляет работу в своей гостинице, Лихт восстанавливается после травм, Мисона встречается со своим отцом, приспешники Цубаки находятся